Берем 4 крупных яйца и разбиваем их в глубокую миску. Всыпаем щепотку соли, 120 грамм сахара и миксером взбиваем в течение 5 или 7 минут. Все зависит от миксера. Масса должна увеличиться в 3 раза. Вот такая должна у вас получиться пышная светлая масса, и когда достаем венчики, масса стекает ленточкой и не проваливается. Берем 120 грамм муки, просеиваем ее частями через сито. Венчиком или лопаткой аккуратно перемешиваем движениями снизу вверх, чтобы хорошо перемешалась мука и не было комочков. Вот такое у нас должно получиться тесто. Берем форму диаметром, я использую 20 сантиметров, но вы можете использовать и побольше, к примеру 22 сантиметра, если хотите, чтобы тортик был пошире. Застилаем дно пергаментной бумагой и выливаем подготовленное тесто. Лопаткой разравниваем аккуратно вверх и отправляем в разогретую духовку до 170 градусов и выпекаем примерно 30-40 минут. Достаем из духовки, деревянной шпажкой проверяем на готовность. Переворачиваем форму, снимаем пергаментную бумагу и в таком положении перекладываем на решетку и даем остыть. Берем 50 грамм миндаля, заливаем кипятком и даем постоять 10-15 минут. После чего шкурка легко снимается и очищаем весь миндаль. Очищенный миндаль пересыпаем на сухую сковороду, распределяем и отправляем на огонь. При постоянном помешивании жарим до золотистого цвета. Снимаем с огня, даем им немного остыть, после чего сразу измельчаем. Я это делаю с помощью ножа, чтобы получилась не совсем мелкая крошка, а получилась небольшими кусочками. Берем 80 мл сливок 33%, отправляем на огонь, доводим до кипения и снимаем с огня. Добавляем 100 грамм белого шоколада. Даем пару минут постоять, чтобы шоколад растаял, перемешиваем до однородной массы. Всыпаем 80 грамм кокосовой стружки и еще раз хорошо перемешиваем до однородности. После чего даем массе остыть и немножко набухнуть кокосовой стружки. Берем 600 грамм сливочно-творожного сыра, добавляем 120 грамм сахарной пудры и вилкой или ложкой просто перемешиваем, чтобы сахарная пудра перемешалась с творожным сыром. Вливаем 300 мл сливок 33% и перемешиваем миксером до однородности. Вот такой должен получиться у нас крем. Приготовим пропитку. Берем 40 грамм сгущенного молока и вливаем постепенно 120 мл молока. Перемешиваем до однородности. Наша пропитка готова. Торту она придаст более сливочный вкус. Бисквит у нас остыл, он нигде не просел. И аккуратно ножом проходимся по краям формы и достаем из формы. И вот такой он получается.
Разрезаем бисквит на 3 равные части. И вот такой он нежный и воздушный внутри. Собираем торт. Блюдо смазываем немного кремом. Выкладываем первый корж и слегка пропитываем. Коржи и так очень нежные, поэтому сильно не надо их пропитывать. И сверху выкладываем крем. Равномерно распределяем шпателем. Берем кокосовую начинку и выкладываем ровно половинку. И с помощью лопатки распределяем нашу кокосовую начинку. Она очень мягкая и с ней легко работать. Также можно ее слегка придавить, чтобы она плотнее прижалась к крему. Сверху посыпаем орешками. И все мы повторяем также до самого верха. Накрываем верхним коржом. Одеваем разъемное кольцо и пропитываем верхний корж. Также я решила сразу промазать небольшим слоем крема, чтобы верхний слой тоже пропитывался. И у меня тут даже получилось сердечко сделать, хотя я этого даже не старалась. Мой тортик шлет вам сердечко. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 4-6 часов, чтобы торт стабилизировался и пропитался. И вот столько у меня осталось крема. Накрываем пленкой и тоже убираем в холодильник. Достаем торт из холодильника, снимаем пищевую пленку, снимаем разъемное кольцо и оставшимся кремом сначала я промазываю бока. А оставшимся кремом я промазываю вверх и выравниваю. И теперь нам осталось только украсить торт. Берем кокосовую стружку. Сначала я посыпаю верх торта. С помощью кисточки можно вот таким вот образом равномерно распределить кокосовую стружку. И украшаем бока торта. И вот такой красавчик у нас получается. После чего нарезаем торт и подаем к столу. Торт получается очень вкусный, невероятно похож на конфеты Рафаэлло, поэтому обязательно пробуйте, готовьте. Это очень вкусно. Я уверена, у вас все получится. А вам я желаю приятного аппетита и готовьте с удовольствием.